Еще раз всем привет, меня зовут Антон Савченков, и сейчас я поделюсь с вами результатами по ключевому проекту «Доставка» за последние 1,5 месяца. И также расскажу о инсайтах, которые нашла наша команда при работе над редизайном кассы доставки. И поделюсь инсайтами, которые мы нашли в процессе работы над редизайном кассы доставки. Что такое касса доставки? Ну, наверное, вы все представляете себе тепловую полку, там кто-то кассовое оборудование, кто-то работу курьеров. Но есть еще один важный момент – это то, что происходит внутри, и те процессы, которые внутри происходят, и то, как они управляются. Почему это важно? Потому что из нашего опыта общения с пиццериями, из нашего анализа метрик доставки по сети мы поняли, что зачастую бывает такая ситуация. Заказы на тепловой полке, курьеры в очереди, но ничего не происходит и доставка не доставляет. Вот, собственно, главный вопрос, который нас все это время драйвил, почему так происходит, и я на него отвечу чуть позже. Помимо всего этого, касса доставки – это еще и отдельный микросервис Dodoist, ведь мы все знаем, да, что микросервисы – это круто и хорошо. На ней наши курьеры печатают чеки, собирают заказы, отправляют и возвращают себя с поездок. И самое главное, что это наша единственная точка контакта с курьерами, это и наша единственная точка взаимодействия, то место общения, где мы можем помогать курьеру принимать какие-либо решения. Но сейчас касса доставки, если честно, похожа больше на пассивный справочник, чем на какого-то активного помощника для курьеров. И мы понимали, что нужно что-то менять. Что мы хотели добиться, изменяя нашу кассу доставки? Первое – это мотивировать курьеров возить быстрее. Как этого достичь? Можно придумать новую бизнес-логику и зашить ее в Dodoist, тогда курьеры будут однозначно исследовать. Второе – это упростить операции на кассе доставки. Мы ускоряем их и снижаем количество ошибок. Это тоже ускорит нашу доставку. Ну и третье, совсем, наверное, долгосрочное и неочевидное. Мы хотим таким образом ускорить нашу разработку, потому что сейчас касса доставки написана на устаревающих технологиях, нам все сложнее ее изменять, но после полного редизайна технологии будут новые, продвинутые, мы сможем быстрее и проще вносить изменения, тестировать гипотезы наши и быстрее доставлять ценность. Но перед тем, как что-то разрабатывать, нужно что-то исследовать. И мы провели серию пользовательских исследований вместе с командой дизайна, за что им большое спасибо. Мы составили и придумали несколько разных прототипов кассы доставки, в которых зашита разная бизнес-логика. И пошли с ними в Гембу. Показывали их курьерам и задавали им одну простую задачу – собери себе поездку. Эту задачу курьеры выполняют ежедневно несколько десятков раз в день. И, как всегда, в пользовательских исследованиях наиболее важным моментом является не ответ пользователя тебе на твой вопрос, а его вопрос к тебе по поводу того продукта и функционала, который ты ему показываешь. Анализируя вопросы курьеров, ну или пользователей в общем случае, мы можем понять те причины, которые вызывают эти вопросы, и понять, как думают наши курьеры и что лежит в их голове. И мы докопались, как нам кажется, до истины, и у курьера в голове очень жестко лежит правило 60 минут или пицца бесплатно. Это основное наше клиентское правило. Если мы опаздываем на 60 минут, мы отдаем клиентам сертификат на подарочную пиццу. Но клиентское правило так получилось, что стало основой принятия решений в нашем внутреннем бизнесе. И курьеры всегда спрашивали, а сколько осталось до сертификата, когда я опоздаю на этот заказ, потому что в новых кассах мы это время убрали. Мы поняли, что эту парадигму надо изменять, и 60 минут или не опоздание – это совсем другое мировоззрение, чем доставить пиццу как можно быстрее, и именно к этому мировоззрению мы должны перевести наших курьеров. Но так как правило 60 минут или пицца бесплатно – это уже очень сильная историческая привычка нашего менеджмента, мы понимали, что в ней большая энергия, как вот бороться с сильными привычками сложно, дорого и наверняка не получится. Мы решили подстроиться под нее и перенаправить. И опять же, благодаря нашей крутой команде дизайнеров, спасибо Мурат и Никита, вот здесь у нас, в общем, новая касса доставки, и на ней мы не будем показывать 60 минут или обратный отсчет, на который всегда смотрели курьеры. Вместо этого мы будем фокусировать их на других временах. На времени простоя курьера в очереди, на времени ожидания заказа на тепловой полке, либо на времени поездки. И именно на эти метрики фокусировать весь менеджмент. Конечно, при этом мы не забудем про наше клиентское правило, и клиент всегда получит сертификат в случае опоздания, но наши внутренние бизнес-процессы мы будем перефокусировать. Следующее важное ограничение касается количества заказов в поездке. Мы планируем ограничить
количество заказов 2, ну там есть некие условия на звездочку, и именно в этих ситуациях касса доставки станет тем самым активным помощником. Если курьер наберет очень много заказов, касса его предупредит и покажет те заказы, на которые он, скорее всего, опоздает, и у курьера будет возможность передумать, да, или что-то переиграть, сообщить менеджеру, принять какое-то другое решение. Если же в ту поездку, которую собрал курьер, касса посчитает неоптимальной с точки зрения маршрута, она тоже подскажет это курьеру, и можно будет пересмотреть это решение, сообщить менеджеру, принять какое-то другое решение. Ну и третье нововведение. Мы полностью отказываемся от наших старых технологий идентификации, от всем известных сканеров и штрих-кодов. Они не спасают от накруток скорости, как мы поняли, и вместо них мы перейдем на новые технологии, которые будут проще, удобнее, и которые почти до нуля снизят возможные ошибки и возможные злоупотребления со стороны курьеров. Но о этих новых технологиях я расскажу в следующий раз. Большое спасибо, у меня все, я передаю слово Антону Котенко.